Друзья, вы наверняка смотрели знаменитое творение Диснея про царя зверей. Там, помимо главного персонажа, присутствует почти вся африканская фауна. Так вот, наш сегодняшний гость занимает в этом произведении далеко не последнюю роль. Встречайте Пумбу, он же обыкновенный бородавочник, или африканский бородавочник, или абиссинский бородавочник, вид парнокопытных млекопитающих из семейства свиных, обитающий на большей части Африки. Эти африканские свиньи особенно отличаются своим неприглядным внешним видом, за который получил свое название. Однако не с лица воду пить, и наши пумбы – это обычно миролюбивые одиночки, играющие важную роль в африканской экосистеме, и вообще крайне полезные жители планет Земля. Мало того, что бородавочники – кормовая база для многих хищников, так они еще и сами поддерживают в норме популяцию сорняковых растений и вредоносных насекомых. А еще на секундочку, свиньи входят в девятку умнейших животных в мире, поскольку они демонстрируют высокие показатели по параметру сообразительности и внимательности. Бородавочник распространен во всей Африке южнее Сахары. Существует 4 подвида, из которых 3 представлены довольно широко, и только эритрейский бородавочник находится под угрозой исчезновения. Бородавочник напоминает кабана, только африканский кабан с несколько приплюснутой, очень крупной головой. Прежде всего бросаются в глаза 6 подкожных жировых отложений, напоминающих бородавки, расположенных симметрично по периметру морды, а также изогнутые, достигающие длины 60 см клыки. Верхние клыки длинные и загнутые вверх, но самые опасные – нижние. Они острые, как ножи, и при ударе могут распороть льва. А бородавки у бородавочника – это вовсе не кожные наросты в человеческом понимании, а плотные подушкообразные утолщения кожи, подкрепленные жировой и соединительной тканью. И нужны они ему не для красоты, а для защиты. Главное предназначение этих бородавок – амортизация и броня во время схваток. У самцов, которые бодаются клыками за самочек и территорию, удары приходятся чаще всего в голову и морду. Там, где у нас с вами нежная щека, у вепря грубая подушка. Она принимает на себя удары, смягчает их и оберегает глаза и кости черепа. Бородавок у него несколько пар, и они расположены асимметрично. Самые крупные прямо перед глазами, чуть меньшие по бокам рыла. У самцов они особенно массивные, как щечные щиты, а у самочек куда скромнее, потому что им драться приходится редко. Чем старше самец, тем крепче у него череп и больше бородавки. Их размер увеличивается с возрастом. Так что это показатель зрелости кабана и его силы. Есть еще одна бонусная функция. Бородавки делают морду зверя более угрожающей, придавая ему характерный брутальный вид. Для противников это сигнал. Перед ними серьезный самец, с которым шутить опасно. Шкура обычно серого цвета, из-за теплого климата Африки более тонкая, чем у европейских сородичей. На затылке и на спине у бородавочника имеется грива. Хвост на кончике увенчан своеобразным утолщением. При опасности или побеге бородавочник имеет обыкновение поднимать его вверх, за что он в шутку получил кличку «Радио Африка». Взрослые самки бородавочника достигают веса до 70 кг, самцы до 100. Высота в холке достигает 65 сантиметров. Кстати, бегает Пумба со скоростью 50 км в час. Наверное, чтобы радио лучше ловило. И бежит он не просто куда глаза глядят, а к себе в нору. Потом разворачивается и загораживает вход клыкастой мордой. Один точный удар, и вот уже сам хищник превращается в шашлык. Врагов у бородавочника много. На него охотятся все средние и крупные хищники саванны. Но на взрослых сикачей рискуют нападать только львы. И те порой уходят голодными и побитыми. Кстати, своих нор они не роют. Живут в норах трубкозубов или пустых барсуков. Могут пользоваться одной и той же норой годами. И бородавочники всеядны, как и все свиньи, но в основном предпочитают растительную пищу. При питании травами они сгибают передние лапы в суставах и опускаются на коленки, двигаясь в таком положении вперед, ведь пастись такой огромной клыкастой мордой не очень удобно. Мозоли на передних ногах настолько важны, что начинают развиваться еще на стадии эмбриона. Своей мордой и клыками они разрывают землю в поисках корней и питательных комьев. С помощью носа бородавочники находят клубни и
корни на глубине до полуметра, а древесная кора, ягоды и падаль являются дополнением к их рациону. Как и многие жители Африки, бородавочники могут обходиться без воды до 2-3 недель, получая влагу из растений. Они часами валяются в грязи, спасаясь от жары и паразитов. Но делают это осторожно. В грязи часто прячутся крокодилы. Самки и самцы бородавочников отличаются по своему образу жизни. Самцы предпочитают жить в гордом одиночестве, и изредка только молодые самцы сбиваются в небольшие группы. Самки живут стадами от 10 до 70 особей, большинство из которых детеныши. Бородавочники умные животные, и в отличие от других травоядных, далеко не трусливы. Они способны защищать себя и свое потомство, проявляя агрессивное поведение к хищникам, которые могут во много раз превосходить их в размерах. Самки бородавочников могут защищать детенышей группами, атакуя даже стаю охотящихся львиц. А если у самки погибнут детеныши, она спокойно усыновляет поросят другой из группы. Бородавочники не конфликтуют друг с другом из-за территориальных границ. Напротив, даже самцы очень приветливы друг к другу. Когда два бородавочника встречаются и расположены к контакту, они трутся друг от друга мордами. Все потому, что в подглазничных железах у них находится особый секрет, который позволяет отдельным особям узнавать друг друга. Ну что мы все о пумпе да о пумпе. А при чем тут Тимон? А Тимон у нас мангуст, а не сурикат. А полосатые мангусты находятся в партнерских отношениях с бородавочниками. Мангуст может сидеть на спине у нашего свина и наблюдать оттуда как с поста, нет ли в округе опасности. Если он замечает хищника, он подает сигнал бородавочникам, чтобы те приготовились к побегу или обороне. А еще мангусты вычищают со спины кабанов паразитов. Подобный симбиоз нередок в мире животных. И, кстати, именно это и было обыграно в диснеевском мультфильме «Король лев». В целом бородавочники не проявляют необоснованную агрессию и чаще предпочитают спасаться бегством, а нападать в исключительных случаях. Также они охотно выходят на контакты с людьми. Хотят любви по радио Африки круглый год. Африканский климат позволяет животным размножаться непрерывно, вне зависимости от сезона. Поэтому брачные периоды у бородавочников нет. Но самки стараются приурочивать роды к концу сухого сезона, чтобы малыши подрастали уже к первым дождям, когда появляется зелень. Если самцы спокойно подходят к стаду самок, и если он понравится одной из них, то они идут на свидание по обоюдному согласию. Иногда самка может выбирать между двумя самцами, из-за чего у них происходит небольшая драка, но чисто для проформы. Длительность беременности 6 месяцев, после чего самочка рожает 1, реже 2 или 3 поросят. Самец принимает минимальное участие в воспитании потомства, в основном выполняя защитную функцию, но мать способна не менее рьяно защищать своих детей. Щетина поросят мягкая, рыжая и напоминает пух. Они не отстают от матери, кормятся ее молоком, а спустя 2 недели способны питаться исключительно растительной пищей. Когда поросятам исполняется год, они готовы к самостоятельной жизни. Самки остаются в стаде, а самцы сбиваются в группы и уходят для одиночной жизни. Жить дикие бородавочники могут до 15 лет. В неволе некоторые особи доживают до 18. Кстати, у старых бородавочников волосы на брюхе и гриве сидеют. Естественных врагов у свинок с бородавками, как вы понимаете, в Африке очень много. Однако при всем при этом бородавочники не являются видом, стоящим на грани исчезновения. Их популяция достаточно велика. Они комфортно уживаются рядом с людьми, роют норы около поселений, из-за чего часто уничтожают сельскохозяйственные культуры и целые плантации, за что бородавочников считают вредителями. Хотя на самом деле все наоборот. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик
Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!